Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать чепчик с шарфом. И для этой необычной шапки я решила взять пряжу Artland Glory. Здесь на 50 грамм 240 метров и в составе 5% металлик, 10 нейлон, 10 соболь и 75% норка. Пряжа очень пушистая, вязала в 2 нити. Она имеет небольшой деликатный блеск. И по расходу получилось 2,5 мотка. И для этой пряжи взяла спицы 5 миллиметров. У меня вот такие укороченные спицы от компании Knit Pro с леской 40 сантиметров. Вы можете взять любые укороченные спицы 5 миллиметров на леске 40 сантиметров. У меня есть вот такой необычный набор, и я сейчас пользуюсь им. Можно из бюджетного рассмотреть от гаммы спицы, тоже они подойдут. Из дополнительного понадобится иголка с большим ушком, маркер. И в принципе из инструментов это все. И сейчас хочу рассказать, какие мерки нужно снять и технологию вязания. Первое, что нам необходимо, это связать образец и определить плотность вязания. Свою я сейчас оставила на экране. После чего нужно снять мерку обхват головы, я вязала на 54 сантиметра. А также нужно снять мерку от макушки до посадки шапки по лбу. У меня это 17 сантиметров. Дальше хочу рассказать принцип вязания и после чего сделаем тоже небольшой расчет. Сначала мы будем вязать одно ухо без прибавлений, выполняя таким образом шарфик. Дальше будем вязать с прибавками по краям. С одного края и с другого края будем прибавлять петли. После чего сделаем необходимые прибавки и деталь оставим. Провяжем то же самое еще раз с другой стороной. Когда обе детали будут готовы, мы соединим все это в круг, добавим дополнительные петли по лбу и по затылку несколько петель. И перед тем, как начать вязать, нужно определить количество петель, необходимое на саму шапку. Я сделала так. Плотность вязания в 1 сантиметре умножаю на обхват головы и вычитаем 10%. Это на растяжение. Пряжа достаточно хорошо тянется, поэтому я 10% отняла. Если у вас пряжа тянется хуже, то можете не отнимать петли на растяжение. И для чего нам нужно знать необходимое количество петель для шапки перед тем, как мы с вами начнем вязать. После того, как сам шарф будет провязан, и мы с вами будем прибавлять петли. Нам нужно, чтобы петли с одной детали и с другой детали не превышали общего количества петель на саму шапку. Так как нам по лбу нужно будет прибавить от 7 до 10 сантиметров петель и по затылку добавить 1-2 сантиметра петель. Сам шарф будет в чуть растянутом положении шириной 10 сантиметров, после чего я сделаю по 9 прибавок с каждой стороны. Прибавки буду делать в каждом 4-м ряду. Количество рядов с прибавками у нас должно быть нечетным. Об этом я вам расскажу дальше по ходу ролика, зачем это нужно. И теперь, что касается второй мерки. Высота от макушки до посадки. Сама макушка у нас будет состоять из 11 рядов, то есть мы будем делать убавления на протяжении 11 рядов. Относительно плотности вязания определяю, сколько это будет в сантиметрах. У меня это примерно 5 сантиметров. Моя мерка от макушки до посадки равняется 17 сантиметрам. От этого количества я отнимаю 5 как раз таки вот эту нашу макушку с убавлениями. И получается 12. 12 это то количество сантиметров, которое мне нужно будет провязать без убавлений. Я провязала 12 сантиметров без убавок, без прибавок, то есть вот эту часть. Но на самом деле я бы добавила 1-2 сантиметра еще дополнительно. И если не хочется считать, то когда будете провязывать вот эту часть шапки, то есть без убавлений, примеряйте и смотрите. Она должна сидеть как нужно, и только после этого начинайте провязывать убавления. Можно даже дополнительно все-таки 1-2 сантиметра довязать. Ну что ж, давайте начнем вязать. На самом деле такая шапка вяжется очень просто, и вы это поймете по ходу вязания.
Берем спицы и набираем на одну спицу 21 петлю. Набираю классическим способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Ширина полотна будет 10 сантиметров. Снимаю первую петлю, после чего следующую петлю провязываю изнаночной за переднюю стенку. Дальше чередую лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Начинаем вязание именно с изнаночной, чтобы на лицевой стороне по краям были лицевые петли. Это будет изнаночная сторона, лицевая, и завершаю ряд двумя изнаночными. Первая и изнаночной кромочную провязываем. Поворачиваем. Эта сторона лицевая. Первую снимаем, она кромочная. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В конце ряда вяжем изнаночная, лицевая, и кромочную в конце ряда на лицевой стороне тоже вяжем лицевой. Так получается край с одной и с другой стороны одинаковый. Поворачиваем и приступаем к третьему ряду. Нить у нас будет перед работой. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу изнаночную, лицевую, изнаночную, лицевую. Последнюю петлю на изнаночной стороне. Изнаночная сторона у нас здесь вот такие узелки. Кромочную провязываю изнаночной. Четвертый ряд. Первую снимаю кромочную. Дальше чередую лицевую и изнаночную. И кромочную в конце четных рядов провязываю лицевой. И лицевой провязываю. Пятый ряд. Нить перед работой первую снимаю. Дальше вяжем резинку. И теперь продолжаю вязать таким образом. В моем случае нужно провязать 119 рядов. Обязательно считаем количество рядов, чтобы у нас вторая деталь была симметрична. Провязала деталь, и ее длина составляет 55 сантиметров. И здесь уже на ваше усмотрение, какое количество сантиметров вам нужно. Я остановилась на 55. Дальше мы будем делать прибавление. У меня получилось 119 рядов, и я тоже вам советую остановиться на нечетном количестве рядов. В четном сейчас в первом ряду мы будем делать прибавление. И счетчик рядов начнем сначала, то есть у меня сейчас будет первый ряд. Прибавку мы будем делать в начале ряда и в конце ряда, в каждом четвертом ряду. Но сначала в первом, потом в пятом, девятом, 13 и так далее. А ряды, в которых я буду делать прибавки, подписала на экране. Приступаем к первому ряду с прибавлениями. Снимаем первую петлю кромочную,
Дальше делаем прибавку с помощью накида. Для этого берем нить и делаем петлю. Накидываем эту петлю на спицу. Затягиваем. После чего вяжем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжу до последней петли. В конце ряда опять делаем прибавку накидом, но здесь он немного отличается. Нам нужно сделать петлю вот таким образом. Нить от мотка проходит снизу. Накидываем. Последнюю петлю лицевой. Поворачиваю на изнаночную сторону. Снимаю первую петлю, нить перед работой. Дальше мы с вами будем опять же провязывать резинку 1 на 1. И здесь смотрю, вторая петля у меня изнаночная, значит накид нужно провязать лицевой, чтобы рисунок у нас не прерывался. Подхватываю за переднюю стенку и вяжу лицевую. Дальше изнаночную. И продолжаю. В конце ряда опять изнаночная, а накид также лицевой. Последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. Поворачиваю на лицевую сторону. И в третьем ряду прибавления не будет. Следующее прибавление в пятом. Поэтому здесь вяжу все петли по рисунку. Снимаю первую. Дальше смотрю, у меня идет изнаночная. Значит, я изнаночной и провязываю. Чередую резинку 1 на 1. В конце ряда опять изнаночную и лицевой провязываем кромочную. Все, 4-й ряд довязываем. Нить перед работой начинаю с лицевой, значит у нас рабочая нить за работой. Вяжу лицевую, дальше изнаночную. И в конце ряда довязываю изнаночную, лицевую по рисунку и изнаночной кромочную. 5-й ряд опять будем делать прибавку. Первую снимаю, дальше делаю накид. В начале ряда он набирается так. Берем нить и поворачиваем. Нить от клубка идет сверху. Берем петлю и набрасываем. Дальше по узору изнаночная, лицевая. В конце ряда опять прибавка. Берем нить и делаем петлю. Нить от мотка уже снизу. И набрасываю. Лицевую. Поворачиваю на изнаночную сторону. 6-й ряд. Первую снимаю. 2-я петля лицевая, значит накид провязываем изнаночный. Также за переднюю стенку. Вяжу все за переднюю стенку. Ряд довязываю, лицевая, а сам накид провязываю изнаночный. И кромочную в конце изнаночной стороны тоже изнаночный. Таким образом, продолжаем делать прибавления в рядах, которые я вам подписала. Или у вас может быть свое количество прибавок. Главное, чтобы прибавки с 2 ушек не превышали общее количество петель на шапке. Нам нужно будет по середине шапки спереди прибавить примерно 10-12 петель. Со стороны затылка, там буквально 2-5 петель. То есть из этого расчета делаем прибавки. У меня будет 9 рядов с прибавлениями. В каждом из этих 9 рядов будет 2 прибавки. Значит, в конце у меня получится на 18 петель больше, чем было в самом начале. Получается, я прибавлю 18 петель. Провязали. Сделала прибавку последнюю в 33 ряду. И после чего провязала еще 3 ряда.
Провязала 34 с изнанки, 35 и 36 опять с изнаночной стороны. Теперь вяжем еще одну такую же деталь. То есть сейчас отрезаем нить, оставляя небольшой конец, и вяжем все то же самое. У меня уже эта деталь готова. Здесь также провязано 119 рядов, после чего 36 с прибавлением в каждом четвертом ряду. То есть все то же самое. Дальше нужно определиться, какое количество петель будем прибавлять по лбу и какое количество петель по затылку будем прибавлять. Сейчас всего на каждой из таких деталей у меня по 39 петель. 39 на одной, 39 на другой. На шапку мне нужно 94 петли, поэтому я от 94 отнимаю 39 и 39, то есть 78. Остается 16. 16 петель нам нужно распределить на лоб и на затылок. По затылку мы прибавим 3 петли, а по части лба прибавим 13, то есть на лоб остается больше петель. И будем прибавлять обязательно нечетное количество петель. И когда будем набирать, я все вам покажу. То есть обязательно должно быть нечетное. Если у вас другое количество рядов, другое количество петель, то нужно, чтобы количество рядов с прибавками было нечетным. Для того, чтобы у нас после того, как мы всю деталь провяжем, после кромочной шла изнаночная петля. Когда мы будем вязать уже шапку, вот эти кромочные будут провязываться лицевыми, и чтобы у нас рисунок не прерывался, поэтому следующая петля должна быть изнаночной. Из-за этого количество рядов с прибавками должно быть нечетным. У меня было 9 рядов с прибавками. И теперь начинаем вязать непосредственно шапку со второй детали, то есть первую вяжем, нить обрезаем, а у второй нить уже оставляем. Первую пока снимаем. Дальше вяжу по узору. Здесь прибавлений никаких пока не делаю. Мы будем только добирать петли, то есть не прибавлять, а доберем их с помощью накидов. Теперь для детали затылка с помощью накидов наберем 3 петли. 1, 2, 3. У нас здесь будет провязана лицевая, дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. И берем вторую деталь. Здесь мы будем начинать с лицевой, поэтому и нечетное количество нам нужно набрать. Первую петлю провязываем лицевой. Дальше набираю 13 петель на лоб. Теперь все это соединяю в круг. Вяжу маркер начала ряда. Первую петлю вяжем лицевой. Поплотнее здесь провязываю. Дальше по узору. Накиды провязываю опять за переднюю стенку. Начинаю с изнаночной. Дальше лицевую. Изнаночную. После чего лицевая. Вяжу по второй детали. И вяжу по накидам, начиная с изнаночной.
И теперь продолжаем так вязать резинку 1 на 1 по кругу. Провязала на необходимую длину 12 сантиметров, в моем случае это 28 рядов. Первый ряд, где мы набирали накиды, я его не считала. 28 рядов получилось. И теперь мы с вами будем делать убавление. Здесь будем вязать следующим образом. Провязала лицевую в начале ряда. Дальше будем убавлять третью изнаночную с лицевой, то есть лицевая провязана, первая изнаночная, лицевая, вторая изнаночная, дальше лицевая. И вот у нас третья изнаночная, первая, вторая, третья. Ее мы провязываем вместе со следующей лицевой. Дальше опять первая изнаночная, вторая изнаночная, третью изнаночную вместе со следующей лицевой. Убавка вправо. Опять первая изнаночная, лицевая, вторая изнаночная, лицевая, а третью изнаночную вместе со следующей лицевой. Так повторяю до конца ряда. Первая изнаночная, вторая, а третью с лицевой. Провязали. И теперь четные ряды в убавках мы будем провязывать по рисунку. То есть какую петлю видим, такую вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше у нас 2 лицевые. По узору смотрим. Если перед нами лицевая, значит вяжем лицевой. Поэтому четные ряды показывать я вам не буду. Здесь все очень просто. В третьем ряду вяжем так. Лицевая, первая изнаночная, лицевая, вторую изнаночную вместе с лицевой провязываем. Первая изнаночная, вторую изнаночную со следующей лицевой вместе. Провязываем этот ряд и четвертый. Он вяжется по той же логике, что и второй. То есть вяжем те петли, которые видим. В пятом ряду вяжем так. Провязываю лицевую, дальше изнаночную вместе с лицевой. В этом ряду у нас уйдут все изнаночные. Опять изнаночная с лицевой. Каждую изнаночную провязываем вместе с последующей лицевой. В конце пятого ряда изнаночную провязываем вместе с первой петлей. И в шестом ряду вяжем все петли лицевыми. В седьмом ряду будем вязать по лицевым следующим образом. Провязываем 2 лицевые, а третью и четвертую вместе убавкой вправо. Здесь уже можно воспользоваться методом Magic Loop. Вытяну леску немного и вяжу опять лицевую, лицевую, третью, четвертую вместе. Две лицевые, 2 вместе. Немного их можно расслаблять. Провязываю этот ряд, а в следующем опять вяжу все лицевые без убавлений. В следующем ряду вяжем по схеме. 1 лицевая, а вторая и третья вместе. Лицевая, вторая и третья вместе. Лицевая, вторая и третья вместе.
И заключительный ряд вяжем все петли убавкой, то есть первую, вторую, дальше следующие 2 петли вместе и так до конца ряда. Довязала, обрезаем нить. А на этом сегодня все. Вот такой чепчик у нас с вами получился. Стирала я вручную и сушила на горизонтальной поверхности. А если ролик вам понравился, то не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх, писать комментарии и до скорых встреч!